Друзья, всем привет! Сегодня разберем ответный поединок между Реал Мадридом и Челси, в котором лондонцы победили со счетом 3-2, но при этом не прошли дальше. Укажу на изменения, которые сделал Томас Тухель в сравнении с прошлым поединком, а также определенные взаимодействия Реал Мадрида. Начну с того, что эта схема неправильная, и Челси действовал четко с двумя опорными. Лофтус-Чик играл правее, ближе к флангу, а Мейсон Маунт часто на позиции десятки. В прошлом матче я указывал на огромные проблемы Челси при прессинге в первом тайме. Каземиро всегда имел много пространства, и Реал часто с легкостью проходил оборонительные линии Челси. Еще одна проблема заключалась в том, что, как и в этом моменте, один из опорных часто не шел до конца за своим игроком, что впоследствии даже привело к первому забитому голу в том матче. Поэтому эти две проблемы сразу были исправлены Томасом Тухелем. Маунт четко действовал по Каземиру во всех случаях, а один из опорных, Ковачич или Канте, не боялись идти в глубину за своим игроком. И также важный момент был, что когда Маунт бросал Каземиро, игроки Челси сразу же реагировали и перебирали своих игроков. Все это привело к более эффективному прессингу со стороны Челси, но стоит отметить, что так было не всегда, и были моменты, когда Челси проваливался. Например, как в этом моменте, когда Вернер шел пешком на другой части поля. Теперь посмотрим, как Тухель хотел атаковать в этом матче. С первых минут было видно, как Челси хотели вскрывать зону Начо, постоянно атакуя там пространство. Чтобы это было еще эффективнее, Маркос Алонсо постоянно поднимался выше. Именно поэтому играл он, а не Аспиликвета, как в прошлом матче, так как Алонсо больше опасен при атаке. А Маунт очень часто опускался в полуфланг, чтобы вытянуть на себя одного из игроков защиты. Такая идея была эффективной и отлично работала. И если мы внимательно разберем гол, то увидим, как сначала Маунт и Вернер оказались в позициях друг друга, и Тухель сразу указал им, что нужно поменяться. И впоследствии именно с этой зоны в таком расположении начал движение Мейсон Маунт и в итоге открыл счет в матче. Теперь поговорим о Реале. Я уже отмечал, как здорово игроки Анчелотти взаимодействуют между собой при перестроениях. Одно из таких перестроений наблюдалось и в прошлом матче, когда Кросс падает в позицию Менди на фланге, француз поднимается в позицию почти что нападающего, Винисиус при этом открывается за спину либо занимает широкую точку, а Бензема открывается в недодачу. Такие действия отлично запутывали игроков Челси, а игрокам Реала создавало дополнительное время и дополнительное пространство для работы с мячом. Этим и хорош Реал. Класс игроков настолько высокий, что они быстро ориентируются в ситуации и при этом идеально выполняют технические элементы. Даже здесь мы видим, насколько быстро подстраивается под ситуацию Каземиро, так как Кросс и Модрич играют ниже, он занял высокую позицию. И что было бы, если бы Бензема продлил мяч точно и без фола? Посмотрите на эту ситуацию. Помните, я говорил, что один из опорных Челси не боится идти за полузащитником Реала в глубину. Так вот, в этом моменте Ковачич так и сделал, только пошел он за Карвахалем, и Реал получил в итоге преимущество в одного игрока, так как прессинг Челси был неправильным по структуре в этой ситуации. Посмотрите на реакцию Тухеля, он и сам не понял, что произошло. Я бы назвал это организованным хаосом. Игроки Реала очень четко и качественно ориентируются в ситуации и подстраиваются под нее, а затем используют выигранное пространство за счет своего мастерства впереди и связки Бензема плюс Винисиус. Второй тайм начался с гола Рюдигера со стандарта. И вот только после этого Реал как-то активизировался и стал создавать моменты. Снова же видим классное взаимодействие между Менди, Бенземой и Винисиусом, которое привело к опасному прострелу, чуть не хватило точности. Еще один момент был создан спустя несколько минут, но Вальверде пробил выше. И затем снова за счет классных взаимодействий на фланге от Реала, Бензема получил свой шанс для взятия ворот, но попал в перекладину. А забил в итоге Челси. И что самое интересное, забил он свой гол в стиле как раз таки Реала. Ковачич, так же как и Кросс, занял позицию на фланге. Алонсо оказался на позиции форварда, как это делал Менди. При этом своим движением Алонсо вытянул на себя Начо, и в образовавшееся пространство, как обычно это делает Винисиус, вбежал Вернер и разобрался со всей защитой Реала. 3-0. Но все-таки Реал нашел свой момент. По сути, они снова воспользовались ошибкой соперника и моментально наказали за нее. Это еще раз доказывает класс игроков. Но передача Модрича, так это вообще. Честно говоря, я уже давненько не видел подобной голевой передачи на уровне Лиги Чемпионов. Невероятное индивидуальное мастерство. И все равно после этого Тухель заслуживал пройти дальше. После вынужденной замены Начо защита Реала выглядела следующим образом. Марсело, Альба,
Карвахаль и Васкес. Если посчитать, что Альба изначально раньше играл на позиции левого защитника, то у Реала на поле не осталось ни одного центрального защитника. И этим сразу начали пользоваться игроки Челси. Они начали грузить штрафную, и это приносило результат. Просто это был не день Пулишича. Два момента, которые у него были на последних минутах, они могли стать решающими, но он не сумел ими воспользоваться. В итоге игра перешла в овертаймы, где Реал снова показал, как он не прощает соперника за его ошибки и сразу наказывает. Канте и Лофтус-Чик не разобрались, да и передача от Силвы была без конкретики, как говорится. В итоге очень много пространства у Винисиуса, он входит в штрафную и снова же демонстрирует свое мастерство идеальной подсечкой. Так же, как и это делает Бензема, который здорово отцепился от Рюдигера, плюс движение от Родриго сбило немца, поэтому заслуга Родриго в этом голе тоже немаловажна. Челси в этом моменте допустили сразу цепь ошибок, а как мы знаем, это обычно приводит к голу, и в итоге это поставило их снова в роль отыгрывающихся. Но Тухель не сдавался и снова изменил свою схему, которая была эффективной. Он выпустил на поле Сауля и Жоржиньо, где итальянец играл одним опорным, а Сауль играл в пятерке линии атаки. В итоге схема трансформировалась в 4-1-5. Такое расположение за счет забросов имело несколько предпосылок для моментов. Отдай тут чуть точнее Жоржиньо, и Пулишич скидывал бы под убойную позицию Маунта. Еще один момент, где мы видим ту же пятерку в атаке и проблему отсутствия на поле центральных защитников у Реала. Проигранная борьба вверху, но Зиеш принял решение пробить огромного Куртуа с острого угла. И самый финальный момент у Челси, который мог спасти их, имел Жоржиньо, но и он не сумел попасть в убойной позиции. Это был супер матч, который подарил нам массу удовольствия. Тактически Тухель отлично сыграл, но ошибки его игроков стоили им полуфинала Лиги Чемпионов. С чем согласны вы, с чем не согласны, обязательно напишите в комментариях. Также поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Спасибо вам за ваше внимание.